Друзья, всем привет! Сегодня я научу вас, как правильно закаливаться, чтобы зимой чувствовать себя хорошо, никогда не болеть, иметь тонус духа и хорошего настроения. И есть несколько способов, которые я вам сегодня покажу. Итак, первый способ. Он подходит тем, кто живет на природе, например, в частном доме. Вот, вы можете просто обливаться холодненькой водичкой. Поехали! Мороз минус 15, но хорошо бодрит. Второй вариант. Поехали, натирание снегом. Снега, правда, маловато. Но вы примерно поняли, как это действует. Отлично. Ну и третий вариант подходит всем, кто живет в квартирах. Вы просто должны принимать холодный душ. Обычно я делаю это в течение минуты, то есть ставим таймер, открываем самую холодный кран и поехали. Итак, начинаем. Начинаем с головы. 5-10 секунд моем голову. Опускаемся ниже. Друзья, реально очень холодно. Говорить. Постепенно переходим на ноги. Итак, моем ноги. Это очень важно. И вот так несколько раз проходимся по всему телу. Голова, туловище, руки. Осталось буквально 5-10 секунд. Для первого раза, конечно, можно использовать поменьше секунд. И все, закончили. Теперь самое важное. Мы выходим из душа и очень интенсивно растираемся. Сейчас подробно расскажу, что зачем. Ну, во-первых, смотрите, для чего вообще нужно закаливание, да? Для того, чтобы постоянно держать себя в тонусе и не болеть. Об этом я уже говорил. При закаливании у вас происходит резкое сужение сосудов. Ваши сосудики сужаются, кровь начинает интенсивно по ним циркулировать, соответственно, у вас начинают укрепляться артерии и вены. Ну и, конечно, в целом повышается работа сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, друзья, холодный душ заставляет наше тело вырабатывать дополнительную энергию. Когда зима, когда холодно, когда вы просыпаетесь, да, вот такое вот зябкое состояние, как бы не хочется из-под одеяла вылазить. Если вы заставите себя сходить в холодный душ, у вас потом будет столько энергии выработано, и ваше тело будет настолько горячим, что вы можете спокойно без майки ходить по улице. В-третьих, холодный душ воздействует на кору головного мозга. Ваше кровообращение в голове начинает ускоряться, вы лучше начинаете соображать и быстрее принимать решения. Это реально так, это действует. Вот когда ты, опять же, просыпаешься и в таком состоянии, ничего не понимающим, и если ты принимаешь душ, ты потом настолько бодрый, что сразу начинаешь думать как ястреб. В-четвертых, очень резко начинают сокращаться мышечные волокна. Это очень хорошо для лимфатической системы и идет метаболизм в теле. В-пятых, холодный душ – это такой мини-стресс для организма. Вам в кровь выбрасываются гормоны, ускоряются все обменные процессы, и плюс вы получаете стрессоустойчивость для своего организма. В-шестых, мы начинаем глубже дышать. Особенно вот помните сейчас, когда я начинал вам рассказывать, я прям начинал задыхаться, потому что действительно спирает дыхание. Раньше-то я обычно обливаюсь молча, да, никому ничего не рассказываю. А тут на камеру первый раз у меня аж полностью перехватило дыхание, но это классное чувство. Вы начинаете глубже дышать, соответственно, у вас уходит чувство сонливости и усталости. Ну и в-седьмых, друзья, когда у вас хорошо циркулирует кровь, работают обменные процессы, ускоряются, прекрасно чувствует себя лимфа, ваш организм перестает подвергаться атаке чужеродных бактерий, ваш иммунитет улучшается, и вы меньше начинаете болеть, лучше себя чувствовать. Ну и, конечно же, меньше тратить денег на медикаменты и лекарства. Надеюсь, я вас замотивировал полезными свойствами душа. Давайте теперь перейдем к самой технике, как начать его принимать. Итак, первое, вы должны, конечно же, у себя в голове уяснить, для чего вам это нужно, да? Например, по себе скажу. Вот всю жизнь я очень сильно мерз. Я вырос в Ставрополе, где у нас
всегда было тепло и зимой, и летом. И когда перебрался в Москву, для меня климат, вот это, да, когда у тебя минус 10-15, какая-то влажность, холодно, мне это очень не нравилось. Я постоянно простужался, болел, сопли, все текло. Поэтому я один раз начитался информации, что полезный душ хорошо влияет на организм, и я решил попробовать. Мне это очень сильно понравилось. И вот последние 2 года стабильно принимаю холодный душ, и теперь мне не холодно ни зимой, ни летом. Второй плюс, который я для себя отметил, конечно же, я стал меньше болеть. Да, конечно, все равно я 2 раза в год, бывает, что-то подцепляю, болею, да, организм чистится, но я все равно принимаю душ. Хоть у меня температура бывает 39, я все равно каждое утро принимаю холодный душ. Быстрее, гораздо быстрее вы начинаете себя чувствовать лучше. Конечно, самое сложное это заставить себя каждое утро принимать душ, особенно в начале. Включайте холодную воду и стойте 5-10 секунд. Для начала этого вполне достаточно. Просто быстренько себя обтерли, голову, плечи, ноги, торс, и все, этого хватит. Но самое главное, вы должны сейчас уяснить, что это нужно делать в течение 21 дня. То есть в течение этого промежутка времени наш мозг начинает создавать новые нейронные связи. И если вы хотите потом закрепить этот результат на всю жизнь, то вы должны будете еще минимум 3 месяца каждый день без паузно это делать. Соответственно, потом этот опыт у вас закрепится на всю оставшуюся жизнь. Любую привычку, и вредную привычку, и полезную, нужно вырабатывать какое-то время. Вот если вы, например, бросаете пить или курить, да, если вы в течение 21 дня не будете пить, курить и употреблять там плохие вещи, то потом вам просто этого уже не захочется. Также и с полезными привычками. Если вы начинаете бегать каждый день, первый день побегали, устали, второй день что-то не хочется, третий день, может быть, на 4-й побегаю. Вот если вы каждый день начинаете эту привычку вырабатывать, что я буду каждый день, в течение 3 недель у вас выработается настолько сильнейшая привычка, что потом вы уже без этого просто не сможете. Также многие люди советуют принимать контрастный душ. Это когда вы моетесь под горячей водой, потом крутите краник, холодная идет вода, потом опять горячий, холодный. Я пробовал такую систему, честно сказать, чуть-чуть я не понял. Потом так получилось, что у меня вообще в доме отключилась горячая вода на 2 месяца зимой. И поэтому вот пришлось обливаться именно холодным душ принимать каждое утро. Ну и самый главный момент, который я считаю очень важный. Когда вы заходите в душ, вы не должны думать. Постарайтесь отключить мозг. Не думайте, что сейчас будет холодно, сейчас пойдется на вас холодная вода. Просто зашли и включили воду. Не надо ничего лишнего себе придумывать. Включили, облились, потом почувствуете кайф. Это я вам гарантирую. Друзья, надеюсь, эта информация была вам полезна. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы закаливаетесь, начали ли вы закаливаться по моей системе. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. И желаю вам отличного, хорошего здоровья и бодрого настроения духа. Всем пока-пока! Итак, небольшой бонус сегодняшнего видео – это подведение итогов конкурса, который мы проводили перед Новым годом, а точнее 30 декабря. 11 200 человек у нас приняло участие. Разыграно было 30 призов. Находите свою фамилию ниже. Под этим видео я дам конкретный список тех людей, кто какой подарок получил. Пишите мне ВКонтакте. Когда вы себя найдете, напишите свой адрес, контактный телефон. Подарок приедет к вам прямо до двери. Так что все, ребятки, спасибо всем, кто поучаствовал. Всех с наступившим Новым годом, Рождеством. Все, давайте еще раз всем пока и счастливо.